много-много всего интересного сегодня. Большой вебинар, мастер-класс для канала YouTube. То есть то, что я обычно делаю с трейдерами в закрытом чате, мы будем сейчас с вами разбирать. Первые 5 минут открытия сессии обычно это время, когда нужно посмотреть, как начинаются торги. Не стоит в первые 5 минут открывать сделку. Вот сейчас 16:35 почти. И вот как раз этим первые 5 минутки. Нередко в начале сессии, да, 16:30 я начинаю торговать. Давайте тоже запишем, это очень важно. Потому что одно небольшое изменение во времени торговли может радикально повлиять на ваши результаты. И, например, мы тестировали золото по нашим сигналам. И если торговать золото, например, с 16:30 Москвы до 19, профит 15% в среднем за месяц. Если торговать с 16:30 до 20:00, то есть еще плюс 1 час к этому времени, то профит всего лишь 3-4%. Разница чудовищная. Поэтому 16:30 до 19:00 Москвы. Если мы берем пару фунт-доллар, например, или валютные пары, евро-доллар, то лучшее время другое немного. Это исходя из многотысячных репетиций, повторений. Возможно, вы для себя найдете что-то похожее, какой-то аналогичный отрезок, либо отрезок внутри вот этого трехчасового интервала. 15:00, 18:00 Москвы. Это стандартное, да, время. Можно взять не 15-16 часов. Не будет такой драматичной разницы, но тем не менее валюты могут ходить раньше, да, начиная с 15 активно Москвы. То есть это валюты, это сырье, металлы, нефть, индексы. Бесспорно, движения могут быть и утром, и, не знаю, там до, а потом ты приходишь, и уже все движения случились. Но тебя это не должно интересовать. Тебя должно интересовать более стабильное поведение цены. То есть когда чаще всего наблюдается активность рынка. Да, не какие-то одноразовые вот эти выпады, а чаще всего, когда рынок, да, волатилен. И уже от этого отталкиваться. Как правило, первые 2-3 часа открытия сессии. Да, я бы даже сказал, первые 2 часа на открытие. В моем случае это 16:30, 18:30. Ну, плюс еще полчаса. Если на рынке была волатильность, мы, конечно, можем увидеть хорошие движения. И вот это правило тоже можно себе зафиксировать, что, например, не торговать первые 5 минут открытия. Первые 5 минут открытия. То есть дать рынку немножко раскачаться. Вот, например, NASDAQ. Посмотрите сюда. Мы на открытии, вот здесь. Вот открытие, видите, выделено серым цветом начало. Давайте поближе сделаю немножко. Вот большая бычья свеча. Мы открылись. На второй свече ушли наверх. Бум! Обратно вниз. То есть мы будем видеть много таких нестандартных движений. Да, вот таких всплесков неустойчивых первые 5 минут. Поэтому не стоит форсировать события, дайте рынку немножко раскачаться, а потом уже ищите квалифицированные сигналы. И вот сейчас мы видим, формируется для нас buy-сигнал. Это белый бар, зеленый тренд-фильтр. Мы сегодня об этом тоже много будем говорить. Белая свеча, золото, видите? Пока еще нет, но была попытка сформировать. Еще раз, мы не пытаемся что-то предугадать, мы ждем конкретного факта на графике. Иначе говоря, визуально продиктованный сигнал. То есть мы ждем визуальную информацию на графике. Визуально продиктованный сигнал. Это очень важно. Я вижу, что сейчас на графике. Я вижу, что цена пробила уровень слева вот здесь. И вот здесь новый максимум. Ушли наверх. Рынок восстановился куда? К предыдущей структуре. Тренд-фильтр зеленый, но для входа мне не хватает белого бара, чтобы сформировал для меня классическую комбинацию. Да, 3 условия. Пробой уровня, тренд-фильтр, то есть пробой сопротивления раз. Мы можем взять и просто поставить здесь цифры. Первое условие, иначе говоря, сила сигнала номер 1. Те трейдеры, которые участвуют со мной в онлайн-торговле по тем же самым сигналам.
Все это есть в методичке. Сила сигнала номер 1, пробой уровня. Сила сигнала номер 2, то, что невозможно отрицать. SS2. Тренд-фильтр зеленый. Да или нет? Да. Пробой уровня? Да. И SS3 это чередование свечей. Если я покупатель, иначе говоря, если был пробой уровня сопротивления, SS3 это чередование свечей с белых на черные и обратно на белые. Это есть ротация пара, чередование свечи. Или свечей было бы правильно сказать. Это визуально продиктованный сигнал. Да или нет? Да, абсолютно. И мы ждем белый бар. Еще раз, последовательность может быть другой. Например, пробой уровня сначала, потом чередование свечей, а потом ты смотришь на тренд-фильтр. От этого ничего существенно не поменяется. То есть нет, ничего страшного, если вы скажете SS1 пробой уровня, да, SS2 это чередование свечей, потом посмотрите, скажете, какой тренд-фильтр. Да. Но конечное условие это как раз чередование свечей, потому что обычно тренд-фильтр будет соответствующим, если мы пробили уровень, скорректировались, да, в данном случае уровень сопротивления. Мы ждем белый бар, покупаем. Белый бар закрытие. Да, то есть он может откатить в итоге и закрыться ниже гораздо, чем нам нужно, имеется в виду закрыться черным. А нам нужно, чтобы пар закрылся белым. Готовимся к сделке еще по NASDAQ. Справа. На sell NASDAQ. Сейчас я тоже там расскажу условия. Это агрессивная сделка. Видите, какой большой бычий бар? Да? Эта сделка относится к разряду агрессивных. Я нажимаю buy, покупаю. Я покупаю всегда двумя позициями. Давайте я вот это уберу в сторону вот так. Я думаю, что вы этот момент зафиксировали у себя. Так вот, я открываю сделку двумя позициями. Перейдем в настройки советника. И подробно с вами разберем, что у нас здесь. У нас две позиции равным объемом 0,3% от депозита. Все это рассчитывается автоматически. 30 пунктов стоп для обеих позиций. Причем, если мы посмотрим, мы здесь можем отключить, нажать False и торговать одной позицией. Торговать двумя, да, True. Стоп-лосс позиции 2 в безубыток, если сработал Take Profit позиции 1, False. То есть я не перевожу сделку в безубыток, если сработал Take Profit первой позиции, а я начинаю его двигать. Иначе говоря, двигать стоп-лосс, если сработал Take Profit позиции 1, да. По каким параметрам вы хотите двигать? По параметрам волатильности ATR с периодом 7 и множителем 3,2. То есть цена, мой трейлинг стоп будет находиться на расстоянии 3 с копейками ATR от, скажем так, от хая движения, от максимума движения. Потому что если сейчас рынок будет идти наверх, дойдет до моей цели, то мы отсюда, допустим, отступим 3 ATR, и в этом месте будет мой трейлинг стоп. Я закрою все позиции по золоту. У меня снова появился черный бар. Микро, да, буквально 3-4 пункта здесь лосс. И я готовлюсь купить снова, если у меня будет сигнал. Обратите внимание, как мы протестировали мой ключевой уровень сопротивления здесь. Да, вариант А, когда цена тестирует мой уровень, я могу взять стоп, передвинуть. Вариант Б, я могу дождаться сигнала против моей позиции, например, черный бар, и выйти из позиции. Но если я вышел из позиции, и у меня есть черный бар, но по-прежнему условия актуальны, тренд-фильтр, я куплю при первом изменении цвета свечи. То есть на белый то, что мы видели здесь. Белый бар, купили, цена дернулась, 20 пунктов, но остановились прямо возле уровня. Это уровень сопротивления, который строится на основе диапазона. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. У меня есть сделка по NASDAQ. Сделка на продажу. Давайте ее разберем. Вот сейчас мы видим
Рынок пытается реагировать после входа. Это классический тоже кластер 5 sell. Да, сейчас мы разберем здесь все детали. Давайте дождемся тейка первого. Так, ну что, мы достигли первого тейк-профита по NASDAQ. Давайте разберем этот трейд. Причем тейк 40 пунктов практически. Да, мы достигли за... ну, я вошел здесь некорректно. За меньше, чем за 2 минуты. Да. Давайте разберем условия. Первое условие, сила сигнал номер 1, пробой уровня. Мы пробили, закрылись ниже уровня слева. И также ниже моей зеленой зоны, вот здесь, которая называется S. Это предыдущая зона поддержки. Пробили, закрылись ниже, потом начинается коррекция. Бары черные, тренд-фильтр красный. И мы ждем первую более низкую цену закрытия. Закрытие ниже лоу предыдущей свечи. То есть первая свеча, которая сделает новый минимум. Внимание налево, тест уровня. Да, и мы нажимаем Sell прямо на этом баре, на экстримах коррекции. Да, и первый тейк за 2 минуты. И второй тейк у нас стоит недалеко от S1. Это зона поддержки. Но посмотрим, что здесь будет происходить. Я поставил горизонтальную линию на отметку 11100. Вот если вы посмотрите, сейчас рынок ее тестирует. Вариант А, я могу закрыть вторую часть и взять дополнительно еще 40 пунктов. Но если вдруг рынок повалится, да, давайте посмотрим налево. Вот этот лоу вчерашнего дня, если я не ошибаюсь. Вот здесь 11100 практически. То есть я могу здесь взять деньги у минимума дня вчерашнего. Но если рынок повалится, да, это будет досада. Почему? Потому что ты по этому сигналу, как правило, входишь на максимуме коррекции. Если этот трейд, эта сделка рабочая, то движение может продолжиться. В любом случае ты уже сделал деньги. То есть это очень важная психологическая сторона. Взять первые деньги, а потом дальше ты смотришь, что будет происходить. Да, ты не форсируешь события. Так что посмотрим, будет ли таргет второй достигнут, либо будет достигнут трейлинг стоп. Нас, как дейтрейдеров, да, интересуют вот такие быстрые профиты. Раз-два взял. Следующая позиция, точнее вторая позиция уходит, как правило, в нулевую зону. И если продолжается движение, ты делаешь еще профит. Если нет, то выходишь, как я сейчас по второй части, по нулям и с профитом по первой. Для тех, кто думает, что вы каждый день будете делать деньги на рынке, это невозможно. Будут дни, когда ничего не получается, но для этого существуют ограничения. Да, первое ограничение — это, допустим, какое-то количество сделок убыточных подряд ты прекращаешь торговать, например, там 3, у кого-то 4. Или же другой вариант — это максимальная просадка в процентах. То есть, если ты достигаешь какого-то уровня просадки, ты останавливаешь свой трейдинг, чтобы дальше не раскручивать вот этот негативный момент. Поэтому подавляющее большинство трейдеров не становится зарабатывающими, потому что все равно приходит к привычному образу поведения у экрана монитора, как хочется, как я сам считаю, да, нежели как говорит моя система. Очень мало людей не то что способен каждый, но очень мало людей делают действительно такой большой шаг, настолько настойчивый в том, чтобы соблюдать правила. Да. Так или иначе, их нередко собственно, эго уводит в сторону. Вот, посмотри, я так вижу на дейли, на этом. Тут идем вниз, тут пойдем дальше. Постоянно вот эти внутренние бетономешалка, вот это, да, мыслемешалка, точнее, она вот постоянно крутится с каким-то аналитическим уклоном. Вместо того, чтобы просто писать на график, сказать, я вижу это, первое, второе, третье, я принимаю решение. Это тяжело, потому что это может в какой-то момент противоречить твоему собственному видению, да, но вопрос, собственное видение, если оно есть хорошо, как ты его можешь охарактеризовать в плане последовательности? Ну, то есть, допустим, я думаю так, хорошо, почему ты так думаешь, например, да, или какие у тебя основания так полагать? Конкретные, которые ты можешь указать самому себе на графике, да, аргументировать, а не просто, ну, что-то там, похоже мы так пойдем, так вот, похоже так. И у меня такая же история. Каждый день практически. Но я не пытаюсь бороться со своим эго.
мешать ему. Нет, я говорю, ну хорошо, а что я вижу на графике? То есть я перевожу снова к твердому. Но это не значит, что у меня не бывает сделок, когда я вижу там сигнал свой, ну, по правилам сигнал, и в какой-то момент у меня что-то такое, о, стоп, я сейчас еще посмотрю, и цена улетает, и такой, блин. Ну, это так не происходит, но внутри такое есть ощущение. И не нужно от этого уходить, этого сторониться, или это самое страшное, не надо с этим бороться. Никогда не выиграешь ты в этой борьбе. Надо просто сказать, ну да, хорошо, а что у меня по правилам есть? То есть осознанно переводить свое внимание. Вот, то есть оно будет уходить, а потом опять уходить. И так каждый день. Неважно, сколько ты торгуешь, год, 2, 3, 10 лет. Запишем формулу мата ожидания. Формула обязательно надо использовать, иначе никакие песни, пляски не помогут. И медитации, там правильный настрой. Если у тебя отрицательное математическое ожидание, формула мата ожидания. Формула мата ожидания есть следующая. Мы берем среднюю прибыль, я буду сокращать среднюю прибыль в профитных сделках, умножить на процент прибыльных сделок. Средняя прибыль в прибыльных сделках умножить на процент прибыльных сделок. Первое. Затем мы считаем логично средний убыток. Я не буду точки ставить, ничего. Средний убыток в убыточных сделках умножить на процент убыточных сделок. Процент убыточных сделок. Например, у нас средняя прибыль, ну, условно, пусть будет $100. Да? Средний профит в прибыльных сделках. $100. $100. Мы умножаем на средний процент. Ну, например, процент прибыльных сделок у нас 60. Да? Умножаем на 60. Итого у нас получается сколько? $60. Да? Средняя прибыль равно $60. $100. Допустим, у нас средний лосс. Опять же таки, это только пример для удобства подсчетов. Средний профит, средний лосс в убыточных тоже 100, ну, 40%. Итого равно. Это не здесь. Так. Итого равно $40. $40. Это минус. Да? И у нас получается, что мата ожидания за одну сделку $20. Математическое ожидание у нас равно $20 за одну сделку. $20 за одну сделку. Вот так проходит интрадей трейдинг. Sell-сигнал по золоту. Видите максимум вот этого сигнала? Вот здесь. Видите, pullback sell, тренд-фильтр красный. Но в консолидации практически мы зажаты между уровнями. Так вот этот максимум это мой ориентир. Если цена его нарушит, я выйду из позиции sell и куплю. То есть переверну сделку. При условии, что мой тренд-фильтр станет зеленым после вот этого пробоя. Но я пока не знаю. Да? Но это одно из моих правил. То есть если я вижу sell-сигнал возле уровня, и цена на него не реагирует, то я покупаю, то есть образуется обратный сигнал. То есть мы используем какие-то слабые стороны сигналов на sell, чтобы купить. То есть если сейчас цена не видит этот сигнал, разумно купить при обратных условиях. Ждем NASDAQ и заканчиваем. Пока, вот смотрите, видите, как только бар стал белый, ведь ничего для нас не изменилось, потому что тренд-фильтр красный, все условия сохраняются. И мы сидим, ждем. Еще раз, пробой, чередование с черных на белый, затем на черный sell. Это очень частый сигнал. У него в день их, по одному инструменту несколько точно есть. Вот как раз мы видим. Звенит sell. Продаю NASDAQ. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Мы достигли первого тейк-профита по NASDAQ. Мы с вами продали здесь. Наш таргет 37 пунктов только что был достигнут. Сейчас позиция прыгнет в район без убытка. И будем дальше ждать либо второго таргета в районе S1, либо выйдем по трейлингу, как это было вот здесь, где мы продавали ранее. Тоже быстрый, да, достаточно профит.
А мы с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 минут. Да, 9 минут. Первый таргет. Здесь быстрее, здесь 2,5 минуты. Так, ну что, мы с вами возвращаемся в эфир. После часа ожидания наконец-то свершилось то, что... Не то, что должно было быть, но то, что мы, в принципе, с вами хотели увидеть, потому что у нас был сигнал на продажу вот здесь, pullback sell. Мы с вами продали здесь, и затем рынок ушел в консолидацию, целый час провел в диапазоне между двумя уровнями. Посмотрите, как здесь цена балансировала, сколько времени. Затем мы пробили, и просто как сумасшедший рынок обвалился. Я только что вышел из позиции, не дожидаясь трейлингов, чего-то еще. Получилось 40 из 40 пунктов, да, но, конечно, пришлось подождать. И подождать очень долго. Да, сейчас тоже могут быть какие-то сигналы сделки, но уже достаточно поздно. По NASDAQ тоже у нас были позиции здесь, помните, на sell. Первый таргет, второй по трейлингу. Потом здесь на sell первый таргет, второй по трейлингу. И по золоту был у нас лосс небольшой. После того, как мы купили, рынок дернулся, и мы вышли вот здесь, не дожидаясь того момента, пока цена не дойдет до нашего стоп-лосса. В общем, вот такие сигналы, вот такие комбинации, по которым я торгую. Сегодня разбирали не только техническую сторону, но и психологию. Очень даже, я бы сказал, много говорили о психологии. Ну что, хорошего вам, точнее, выходных. Какие-то вопросы пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, подключайтесь к нашему профессиональному сообществу, если хотите научиться мыслить, действовать как профессиональный трейдер. Ну и, конечно, сформировать вот здесь паттерны, шаблоны поведения трейдера, который зарабатывает. Это придет не сразу, но с настойчивостью все будет как вы хотите. Все, пока и до связи.